Хей, всем привет, с вами Spider-ник, и сегодня мы будем продолжать играть в This is the Police. И в прошлой серии у нас был такой сложный день, то что двое человек не пришло, у нас на смене оказалось только 4 человека, и 2 из которых потом погибли. Это же капец. Ну ладно, давайте продолжать. И в прошлой серии почему-то видео очень короткое получилось, я сам не знаю из-за чего. Так, Роджерс ответственен за разруху в полицейском департаменте. Фрибург за 1, 2, 3. Фрибург заполонили мелкие наркодилеры. Во Фрибурге может пройти полуфинал молодежной хоккейной лиги. Так, мы едем на работу. На работу. Мистер Бойд, почему вы отправили полицейских на протест феминисток? Это моя работа. Феминистки могут представлять угрозу. Мы получили жалобу на шум. Отказаться отвечать. Это угроза или мы получили жалобу на шум? Блин, я даже не помню. Скорее всего, это угроза. Честно говоря, они, хоть и женщины, но все равно могли устроить погромы. Плюс некоторые из этих дамочек довольно крепкие. На ваш взгляд, какие-то участники протеста могли представлять угрозу окружающим? Определенно нет. Сложно сказать, я не знаю. Ну, я думаю, сложно сказать. Никогда не знаешь, как опасен, а кто нет, пока не становится слишком поздно. Никогда не знаешь, кто опасен, а кто нет, пока не становится слишком поздно. Мистер Бойд, вы женаты, так ли? Да, но мы не живем жена вместе. Формально я женат, но мы с женой разошлись. Она больше не живет в моем доме. Как вы относитесь к женщинам? Хорошо, плохо, так же, как и к мужчинам. Некорректный вопрос. Ну, хорошо. Мистер Бойд, вы отдавали приказ подавать протест силой? Давайте обвиним Виктора Вайске. Нет, приказ отдал командующий офицер. В ночь перед этим он позвонил в участок и говорил ужасные вещи на автоответчик. К сожалению, мы прослушали запись только после инцидента. Так, я думаю, мы более-менее все нормально сделали. Стоп. Сейчас у нас будет как бы такой мини-ролик, а пока он идет, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Official. I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Пока у нас есть время, я бы хотел проверить кое-что. Нет, время идет нормально. Просто я вам уже рассказывал то, что однажды у меня просто как бы ускорилось все видео. Why? You look even better than you do on TV.
There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomiting Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. It takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vickers Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Ah, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? Been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around, but I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Чекпоинт. Так. Так, ну, время видео не так уж и большое. Так что, я думаю, можно заснять день. Так, православные... Ой, тихо, у меня чуть ноутбук не упал. Православные священники подкупили мэра. Греческий священник возглавит православную церковь Фрибурга, и сотрудник полиции взял инициативу на себя и спас город от феминисток. Ну, хорошо, про меня хорошо написали. Какой я молодец. Там уже было показано, как мы уже уехали. My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Varga's fruity cologne. It was Ладно, там не было показано. Да, я ошибся, можете не бомбить в комментариях. Вот, смотрите. like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease.
I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? And we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real. The sound of the engine was real. The dust was real enough, too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. Так, я отлучился ненадолго. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack, but not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. Well, some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly. Why, you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time, you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27.
My father destroyed that psychopath gangster, Maurice Bell, when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow, Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you $500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Помочь Викусу Варге или помочь Кристоферу Сэнду. Давайте поможем Кристоферу Сэнду. Tell him it's Boyd. Капец. Как мало людей. Как мало людей. Боже мой. Боже, боже, боже. Так, стоп. Надо кое-что проверить. Ладно, так. Мы недовольны эффективностью полиции департамента Фрибурга. Мы урезаем ваш бюджет. Да вы и так в прошлой серии мне минус 50% зарплаты сделали. Вы потеряли один рабочий слот. Выбрать занятый слот. Вы автоматически увеличите занимающий слот сотрудника. Что? Я не понял, ну ладно. То есть вы потеряли один рабочий слот, выбрав занятый слот. Неважно. Ура, биржа труда. Так. Нам нужно побольше людей на смену Б. Намного больше. Ну, то есть здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А здесь у нас только 7. Так, ну давайте смотреть. Так, здесь все плохо, так что сюда самых хороших отправим. На смену Б. На смену Б. Теперь смотрим. У нас 6 здесь. Ну и будет 6 здесь. Так что еще 3. Давайте одного на смену А и одного на смену Б. А, еще этого можно куда-то делать. Ну, блин. Я не знаю, куда тебя делать. Честное слово. Давай пока никуда. Прости, но пока не до этого. Так. Главное дело. Виктор Васки находится под следованием и не может продолжить работу в департаменте. А он у нас работал
Помню. Зарплата 660. Моя зарплата, Карл. От мэрии. Завтра состоится церемония. Приглядывайте за героем. Так, результат опроса. Прибавки нам не разрешили. Так, и мэрия не может удовлетворить ваш запрос по настоящему моменту. Слово для офицера. Да, вы совсем офигели, честное слово. Боже мой. Расследование. Есть какое-нибудь расследование? Нет? Ну, ладно. Заместитель. Ничего. Композиции. Нет, мне надо. Случайно нажал. И дела. Блин, почему все так плохо? Ночной клуб Кинг Ливес. Поступил звонок от управляющего клубом, который сообщил, что в главном зале началась массовая драка. Больше 20 человек сцепились друг с другом. Охрана не желает вмешиваться, потому что у некоторых дерущихся есть ножи. На танцполе уже лежит несколько раненых, но никто не знает, почему началась вся эта резня. Ну, ничего не поделаешь. Придется всех отправить. И, о боже мой, капец. Все ужасно просто. Чего оказалось Барселона? Уже на месте. Ну, я отправил всех своих, так что отказаться. Массовая драка. Один погиб, да боже мой. По минус 10 за то, что офицер погиб. Ладно. Так, нападение пригород. Подросток выгуливал пса и что-то не поделился. Не поделили. И что-то не поделили, и в итоге один натравил собаку на другого. В полицию позвонила девушка, которая каталась на велосипеде неподалеку. Давайте ждать. Нам нужно, чтобы у нас были люди, чтобы к нам сейчас пришли люди. У нас никого нет. Блин, почему все так плохо? Это же просто собака. Я думаю, они должны справиться. Церковь убийства. Круто. Капец, как круто. Прихожанка Мария Степановна сообщила о выстрелах в церкви. В исповедальню зашел бородатый мужчина в шляпе, и через минуту оттуда раздалось несколько выстрелов. Потому мужчина спокойно вышел из кабинки, снял шляпу, перекрестился и сел на скамью. По-моему, он сейчас молится. Ну, Котю одну отпускать, но это не вариант. Блин. Давайте попробуем. Я думаю, это плохой вариант был, но у нас нет другого варианта. Но если честно, мне кажется, как-то нелогично, что там всего лишь один человек с пистолетом. Так, мальчик лежит на земле, с трудом сдерживая гавкающую собаку, которая пытается вцепиться ему в горло. Ударить собаку. Щек weapon. Оттащить собаку за ошейник и выстрелить в воздух. Давайте попробуем оттащить за ошейник. Или нет, давайте за ошейник. Собака отпускает мальчика, и ее хозяин убегает. Бежать следом, приказать подростку остановиться,
одолжить у девушки велосипед. Побежать следом. Преступник скрылся. Отлично. Ладно. Больница Сент-Джон. У нее получилось. Гражданские погибли, но у нее получилось. Добыча не автоматическое оружие. Что? Офицер нашел не автоматическое оружие на месте преступления. Что с ним делать? Отвезти в полицейский участок, продать, попросить мафию продать. Давайте отвезем в участок. Денег, мне кажется, у нас и так нормально. Так, покушение на убийство. Больница Сент-Джона. Линда Говард неразборчиво сообщила, что после визита к стоматологу ей парализовало лицо. Этот монстр вколол мне какой-то яд. Арестуйте его. Требует женщина. Девушка. Ну, даже не знаю. Ну, как бы надо отправить, но как бы... Котти успеет, нет? Успела. 0-0. Центуриона можно ставить. Ну, не знаю. Ладно, давайте отправим Центуриона. Мне кажется, дело не может быть все настолько плохо. Так, уже день подходит к концу. Так. Так, ледовая арена. Ледовая арена Кристофера Сэнда. Продавец мороженого обратил внимание на черную сумку, которая пролежала на скамейке пару часов без присмотра. Ну, там же просто сумка. Я как бы не вижу в ней опасности, что, типа, чтобы так много людей отправить. Давайте отправим одну Котти. Это же просто сумка. Покушение на убийство. Отчет. Девушке вкололи обычное обезболивающее. Ясно. Ну вот, мои ожидания оправдались, то что все не так плохо. Я понимаю, что он едет сюда. Ну, потому что это похоже на это. Да? Да. И что? Отряд прибыл на место вызова. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что сумка шевелится. Значит, стрелять в сумку, пока не перестанет шевелиться, ничего не предпринимать, до приезда саперов и открыть сумку. Давайте ничего не предпринимать. Ну, преступник пойман. Гражданские погибли. Да ну нафиг. Я в шоке. Смотрите, раз у нас не появилась табличка «Закончить день», значит, сейчас еще что-то будет. Я сомневаюсь, что все так может быть просто. Нет. Ну, завершить день. Давайте задержим бумаги. У нас зарплату сильно укоротили, и нам нужно, чтобы... Ну, вы сами понимаете, нам нужно, чтобы заработать. Чекпоинт, день 13. Боже мой. Ой, ладно. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Spider-ник. Всем удачи. Всем пока.